Здравствуйте, поклонники Тэхёна по всему миру. Добро пожаловать обратно на BTS Army Channel, место, где каждая секунда имеет значение, и каждая деталь Ким Тэхёна анализируется по стандартам мирового класса. Сегодняшний контент необычный, он феноменален. Мы поговорим о визуальной работе Ким Тэхёна, которая потрясла январь 2026 года, режиссерском видении мирового уровня, благодаря которому каждый кадр кажется живым, а также о деталях роскошных украшений, почти идеальных, не просто аксессуарах, а языке роскоши, которым владеет только Тэхён. От точного кинематографического видения до эстетических символов, заставляющих мир на мгновение замереть, мы разберем все это полностью. Неудивительно, что BTS Army Channel говорит об этом. Вчера мы уже поднимали эту тему, а сегодня представляем самый феноменальный видеоматериал о Ким Тэхёне, о красоте и уникальности, которым почти нет равных в мире. Поэтому обязательно досмотрите до конца. Ваше сердцебиение будет учащаться, следуя эмоциональному ритму, тщательно выстроенному BTS Army Channel, с утонченным выбором слов и захватывающим повествованием. Прежде чем продолжить, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий, подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить последние новости, эксклюзивные факты и глубокие аналитические материалы о Ким Тэхёне. Потому что одно несомненно, в этом мире нет мужчины, способного повторить фирменный стиль Ким Тэхёна. Давайте посмотрим на эту историю целиком. Январь 2026 года. Ким Тэхён сразу же преподносит сюрприз. Это необычная работа. С первой сцены становится ясно. Тэхён не просто присутствует, он полностью контролирует происходящее. В этом коротком фильме его режиссерское видение подается с почти провокационной точностью, словно каждый угол камеры, каждая пауза для дыхания и каждая тишина были заранее рассчитаны, чтобы оставить след в сознании зрителя. Здесь нет пустого пространства, нет лишних моментов. Есть лишь тонкое напряжение, оседающее в груди и заставляющее зрителя не отрывать взгляд от экрана. Сила этой работы в том, что она полностью присваивает себе творческое пространство. Ким Тэхён не следует шаблонам, он создает собственный мир. Эстетика, ритм и эмоции сливаются в единую мощную идентичность. Ее невозможно скопировать и невозможно игнорировать. Результат — произведение, которое ощущается одновременно личным и универсальным, простым и завораживающим, спокойным и потрясающим. В этот момент публика разделяется. Одни очарованы, другие потрясены, а третьи неожиданно чувствуют внутренний протест, потому что работа отказывается быть объясненной мгновенно. Именно поэтому этот короткий фильм кажется таким совершенным и одновременно вызывает зависимость от повторных просмотров. Каждый просмотр открывает новые детали, новые слои смысла и новые ощущения, от которых невозможно отвести взгляд. Это не просто визуал, это заявление. Заявление о том, что Ким Тэхён перешел границы понятия «айдол» и уверенно утвердился как визуальный художник со своим кинематографическим языком. Видео Ким Тэхёна V для GQ Korea, от которого армии буквально затаили дыхание, это не только про лицо и стиль, но и про визуальное руководство и эстетику, выстроенные с высочайшей дисциплиной. Для редакционной съемки и видео GQ Korea Си Картье, февральский выпуск 2026 года, Тэхён появляется в серии изысканных кинематографичных сцен. Креативное руководство проектом осуществлял Ким Хи Джун, фотограф и визуальный режиссер, известный своим точным художественным подходом и сильной кинематографической чувствительностью. В его руках каждый свет, каждая тень и каждое движение служат не демонстрацией роскоши, а созданию атмосферы. Ким Хи Джун не украшает Тэхёна, он обрамляет его сущность. В результате Тэхён предстает не просто объектом съемки, а центром визуальной гравитации. Его элегантная, но напряженная аура проявляется последовательно, укрепляя его статус глобальной иконы Фоды, влияние которой выходит за пределы музыкальной индустрии. Финальный результат — классическое съемочное видео, которое не только показывает, насколько Ким Тэхён великолепен в костюмах и хаут-кутюр, но и доказывает, как зрелое креативное руководство может заставить зрителя буквально остановиться ради каждого кадра. Это не преувеличение, это психологическая реакция. Глаза вынуждены остановиться, мысли замолкнуть. Крупный план рук, огни города за стеклом,
Детали, говорящие громче, чем лицо. На одной из самых обсуждаемых фотографий внимание Арми приковано к классическому моменту – Ким Тэ-хьон и язык роскоши, который он передает через аксессуары. На его запястье роскошные часы, инкрустированные бриллиантами, предположительно от Cartier, легендарного ювелирного дома, давно ассоциированного с Тэ-хьоном. Их дизайн элегантный, сияющий, но сдержанный, с характером от кутюр. Их стоимость оценивается в сотни тысяч долларов США, символ статуса, не нуждающийся в громких заявлениях. Не менее выразительно выглядит бриллиантовое кольцо на его пальце, отражающее свет с высокой точностью огранки. Его стиль и посадка указывают на роскошные изделия Cartier, сделанные с приоритетом классических пропорций и чистоты формы. Это не просто украшение, это эстетическое высказывание о времени, вечности и спокойной роскоши. Когда Ким Тэ-хьон носит такие часы и кольца, он не демонстрирует цену, он создает атмосферу, классический визуал, от которого Арми по всему миру замирают, а затем снова влюбляются, на этот раз не в его лицо, а в тонкие, но выразительные детали. И именно здесь рождается невысказанное возмущение, как один кадр может заставить миллионы людей чувствовать себя побежденными, спокойствием. Это не просто коллаборация, это момент, в котором видение, смелость и гениальность сходятся на одном экране. Каждый раз, когда Ким Тэ-хьон надевает костюм, это ощущается не как одежда, а как событие. Его взгляд зрелый, его движения изящны, его аура притягивает без малейшего усилия. Он не просто красив, он излучает упорядоченное, благородное очарование, которое невозможно объяснить логикой. Именно это вызывает дискомфорт у некоторых, потому что харизма Ким Тэ-хьона не поддается мгновенным определениям. Он не кричит, он не навязывается, он просто существует, и мир следует за ним. Данные вовлеченности в социальных сетях за январь 2026 года показывают резкий рост каждый раз, когда этот видеоклип распространяется повторно, что ясно указывает, его влияние выходит за пределы фандома и охватывает глобальную аудиторию моды и визуального искусства. Ким Тэ-хьон делает роскошь спокойной, он делает красоту интеллектуальной, и он заставляет публику спрашивать наполовину с восхищением, наполовину с вызовом, насколько дальше он еще зайдет. Этот вопрос намеренно остается без ответа, потому что эта работа не предлагает объяснений, она лишь открывает дверь и вынуждает нас войти, хотим мы этого или нет. И на этом этапе мы останавливаемся не потому, что история закончена, а потому что вопросы только начинаются.